Питер Келдер. Око Возрождения. Древний секрет тибетских лам. От переводчика вместо предисловия. Сии, великое таинство есть, ибо сколь бы ни было разрушено временем или хворью, невзгодами либо пресыщением тела человека, возродит его взор ока небесного, и молодость возвратит, и здравие, и силу жизни превеликую даст. Книга Питера Келдера – единственный источник, в котором содержится бесценная информация о 5 древних тибетских ритуальных практиках, дающих нам ключи от врат непостижимо долгой молодости, здоровья и удивительной жизненной силы. В течение тысяч лет информация о них сохранялась монахами уединенного горного монастыря в глубочайшей тайне. Впервые они были раскрыты в 1938 году, когда увидела свет книга Питера Келдера. Но тогда Запад еще не был готов принять эту информацию, поскольку только начинал знакомиться с фантастическими достижениями Востока. Теперь же, на исходе 20 века, после того, как ураган теоретической и практической информации о самых разнообразных системах восточного эзотерического знания промчался над планетой, принеся фантастические откровения и раскрыв новую страницу в истории человеческой мысли, возникла настоятельная необходимость от теории и философии перейти к практике, выбирая самые эффективные и самые неординарные методы. С каждым днем приподнимается завеса тайны над все новыми и новыми аспектами эзотерического знания, с каждым новым шагом в этом направлении перед человечеством раскрываются все более и более грандиозные перспективы покорения пространства и времени. Поэтому отнюдь не удивительно, что книга Питера Келдера вновь возникла из небытия забвения, ее время настало. Почему? Что в ней особенного? Ведь практики, описанные на ее страницах, не производят впечатления сколько-нибудь сложных, да и сам автор утверждает, что они доступны любому человеку. В чем же дело, отчего нам потребовалось столько лет на то, чтобы принять такие, казалось бы, простые и очевидные вещи? Все дело в том, что речь идет не просто об оздоровительных упражнениях, а о ритуальных действиях, обращающих вспять течение внутреннего времени. Даже сейчас, после всех виденных нами чудес, это не укладывается в сознании. Но тем не менее факт остается фактом, метод работает и работает именно таким образом. За счет чего? Непостижимо. Такие элементарные вещи. Не может быть. Однако давайте не будем спешить с заключениями, ведь сакраментальное всегениальное, просто еще никем не было отменено. И единственным критерием истины в данном случае, впрочем, как и в любом другом, может быть только практика. Тот, кто попробует, убедится сам, метод работает. И так ли уж важно, за счет чего? Бесценное сокровище древних открыто каждому из нас. Абсолютно безвредное, доступное любому, непостижимо загадочное в своей предельной простоте. Достаточно протянуть руку и взять. Каждый день. По 10-20 минут. И все. Разве это так уж сложно? И вряд ли важно, был полковник Брэдфорд лицом реальным или Питер Келдер сочинил всю эту историю для того, чтобы в увлекательной форме рассказать нам об уникальной практике, переданной ему его тибетским учителем. Конечно, мы благодарны автору за те несколько приятных часов, которые проводим, читая его повесть, однако эта благодарность не может идти ни в какое сравнение с той глубочайшей признательностью, которую мы испытываем по отношению к нему за его дар, практическую информацию об Оке Возрождения, неистощимом источнике молодости и жизненной силы, который стал нам доступен благодаря его книге.